Начинаем ряд. Давайте одну петлю здесь провяжем, потом поставим нашу красную маркировку. Это означает, после этой красной маркировки 3 петли, центральные петли переда. И, друзья, посчитаем 62 петли. 62. Ставим коричневую маркировку. После коричневой маркировки 3 петли, центральные петли спинной части. Здесь добавим 8 петель. Теперь начинаем оформлять росток. Добавим 9 петель. Поворачиваем нашу работу. Мы теперь на изнаночной стороне, друзья. Обратите внимание, каждый раз этот способ мы будем принимать. Здесь образуем петли 2 ножки. Когда поворачиваем, первую петлю берем на правую спицу, не провязывая, протянем в ней и образуем вот петли 2 ножки. Вот видите, из одной петли образуются 2 ножки. И продолжим наше вязание на изнаночной стороне. Все петли изнаночными петлями. Вот доходим до коричневой маркировки. После коричневой маркировки посчитаем 8 петель. И после этих петель добавим 9 петель. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, вот с обеих сторон, и на правой стороне, и на левой стороне, добавили по одной части по 9 петель. Это обязательно на бумажке будем отмечать. В правой стороне, левой стороне. Значит, одну часть добавили, и левой стороне тоже одну часть по 9 петель добавили. И здесь то же самое. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, протянем в ней и образуем 2 ножки. И продолжим наше вязание. Все петли лицевыми петлями. И вот дошли до петли 2 ножки, которые в прошлый раз мы образовали. И это нам указывает, что после этой петли 2 ножки мы должны добавить вторую часть, девятку. И эту петлю 2 ножки провяжем вот таким образом. Заходим с левой стороны,
охватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И добавим 9 петель. Поворачиваем нашу работу. Здесь, как всегда, образуем петли 2 ножки. И продолжим вязание на изнаночной стороне. Вот дошли петли 2 ножки. Эту петли 2 ножки мы будем провязывать таким образом. Заходим сзади, с левой стороны, охватываем обе ножки и провяжем изнаночную петлю. И с этой стороны тоже добавим вторую партию 9 петель. Поворачиваем нашу работу. Обязательно отмечаем. Добавили с обеих сторон еще по одной части по 9 петель. Первую петлю берем на спицу не провязывая, образуем 2 ножки и продолжим вязание на лицевой стороне все петли лицевыми петлями. И вот таким образом, друзья, еще остается добавлять с правой стороны 3 части и с левой стороны 3 части. Вы будете самостоятельно вязать остальные части, добавление петель и вяжете поворотными рядами. Не забудьте отмечать на бумажке, и мы с вами увидимся. Вот, друзья, закончили росток. Вот спинная часть. Видно, только мы провязали ряды. Передняя часть. Теперь, друзья, наше вязание пойдет по кругу. И с этим, друзья, мы закончили второй этап вязания штанов. На третьем этапе оформления штанов, друзья, идет речь о оформлении тела штанов. Будем определить длину тела со спинной части после пояса до ластовицы. И вот эту часть штанов как можно оформлять. Эту часть, друзья, можно оформлять, как я, с резинкой 1 на 1. Или можно просто лицевой гладью. Или часто мы используем узоры по боковой линии штанов. Или по передней части. Или можно использовать узоры повсюду штанов. И еще можно оформлять кармашки попереду или на спинке. По желанию, вот эти все применения мы будем начинать после пояса, когда мы будем начинать росток и тело штанов. Ширина штаны обязательно будет соответствовать на ширину пояса. Теперь как мы будем определить высоту или длину штанов, друзья. Этот размер мы будем брать со стороны спинки. Обязательно. Я вот так вот делаю. Это мы определяем простым арифметическим способом. И это подойдет и при вязании штанов для детей, и при вязании для взрослых. Вот, друзья, как закончили росток, мы дальше продолжили вязание по кругу. И здесь мы уже связали тело штанов. И вот видно у нас росток, передняя часть, спинная часть. Теперь, друзья, мы будем измерять нашу длину тела штанов. Будем измерять на спинной части с начала пояса до конца наше вязание.
вот эту часть мы будем измерять. И мы должны знать, сколько сантиметров мы должны вязать для тела штаны. Для этого сперва берем замеры. Измеряем длину на хозяина штанов от начала талии до промежной области. И эта длина, соответственно, будет, включая пояс, включая тело и включая ластовицы штанов. И эту длину, друзья, мы делим на 4 части. В моем случае вот эта длина 26 сантиметров. Это 26 сантиметров мы делим на 4 части. Получается 6,5. Закругленно берем 6. И из этих 4 части 3 части будет пояс плюс тело именно на спинной части. А одна часть будет у нас ластовица. Значит, от 26 отнимаем вот это 6, одну часть, ластовицу, у нас останется 20 сантиметров. Значит, с начала пояса до ластовицы мы должны провязать 20 сантиметров, и потом мы должны оформлять ластовицу. Вот, друзья, спинная часть штаны. И вот с начала пояса до конца вязания у меня 20 сантиметров. Теперь мы можем оформлять ластовицу. Друзья, ластовица штанов – это промежная часть штаны. Вот эта часть. Эта часть будет расширяться. И когда вы так посмотрите по кройке, друзья, когда сложим, и вот здесь вот видно будет наше расширение. Вот линия наша идет по центру переда и на спинке. И здесь вот так расширяется. И потом пойдет нижней конечности. И вот это место, друзья, мы называем ластовицу. Разные вязальщицы оформляют ластовицу по-разному. Я вам покажу свой метод. И ластовица здесь получается обязательно без швов. И вы знаете, мы по 3 петли отделяли и в центре переда красной маркировкой, и в центре спинки с коричневой маркировкой. Теперь нам именно пригодятся вот эти петли. И схематично я вам покажу. Вот мы отделяли по 3 петли и по переду, и 3 петли на спинке. Теперь эти 3 петли нам обслужат при оформлении ластовицы. И эти 3 петли будут для нас регланной линией. И по регланной линии мы будем теперь добавлять накидами на правую сторону петли и на левую сторону петлю через ряд. И по переду, и на спинной части. И реглан будет удлиняться. И с обеих сторон мы будем добавлять на одном ряду накиды, а на следующем ряду будем провязывать эти накиды скрещенными петлями, чтобы здесь не было дырочка. И добавим, пока у нас длина ластовицы не будет 6 сантиметров. И этот процесс мы будем осуществлять и по переду, и на спинной части. Давайте теперь я вам буду показать на практике. Вот, друзья, мы сейчас находимся в начале нового ряда. Новый ряд начинает у нас красная маркировка. И здесь мы начинаем оформлять ластовицу. И по-другому можно сказать, оформлять регланную линию. До красной маркировки берем накид, маркировка, 3 петли лицевые, берем накид. Все, продолжим вязание
все петли лицевыми петлями. И вот дошли до центра спинки, до коричневой маркировки. Здесь то же самое повторяем этот процесс. Берем накид, 3 петли лицевыми, берем накид. Продолжим вязание. Вот мы сделали круг, опять дошли до красной маркировки. Начинаем новый ряд. И эти накиды провяжем скрещенными лицевыми петлями. Как я вяжу? До красной маркировки вяжу таким образом. Вот здесь петелька у меня лежит вот так. Левая стенка петли по левой руке лежит перед спицей, смотрит на меня. И эту стенку беру вот так и провяжу за левую стенку лицевой петлей. Вяжем 3 лицевые петли. Теперь этот накид провяжем скрещенно лицевой зеркально. Для этого вот эту правую стенку перепоставим и будем провязывать тоже за левую стенку. Только вот так берем и провяжем лицевой скрещенной. И каждый раз, когда мы вяжем накиды, друзья, запоминайте, постарайтесь провязать их скрещенным вот таким образом зеркально, и у вас здесь полотно получится красиво. Если вам очень трудно будет, тогда провяжите скрещенное лицевое, как вам удобно. Ничего такого страшного здесь выглядеть не будет. На следующем ряду, когда круг сделаем, опять берем накиды возле 3 петли, и на следующем ряду эти накиды провязываем лицевыми скрещенными петлями. Вот, друзья, длина ластовицы штанов готова. Получается 6 сантиметров. Одинаково и со стороны спинки. И здесь мы добавили по 7 петель. И теперь нам придется закруглить нашу ластовицу. И здесь, друзья, правую сторону петли от ластовицы мы будем переводить на нить. До коричневой маркировки остались 3 петли. Эти 3 петли у нас регланные петли ластовицы. Правая сторона нижней конечности штанов. Берем крючок и провяжем, и закрываем эти петли. Берем первую петлю, вторую петлю, провязывали вместе, отпускаем обе петли. Теперь провяжем следующую двойку. Отпустили обе. И эту петлю проводим в первую петлю. Вот закрыли здесь одну петлю. 2 петли берем, провяжем вместе, отпускаем. И эту петлю проводим от второй петли. Закрыли вторую петлю. И эту петлю, друзья, мы наденем на вторую спицу. Мы здесь 2 петли ластовицы закрыли и перешли к вязанию на левую сторону нижней конечности штанов. Теперь вязание у нас пойдет по кругу.
Вот, друзья, дошли до этой петли, которую вот здесь мы закрывали. Здесь мы должны добавить еще одну петлю, чтобы здесь больше расстояния не было и дырочка не образовалась. Эту петлю провяжем лицевой скрещенной петлей и вяжем петлю ластовицы. Вот, друзья, с этим мы закончили оформление ластовицы штанов. Когда мы закончим одну сторону нижней конечности штанов, будем переходить в другую сторону. Все петли проводим на спицу, убираем нить. И здесь мы начнем вот отсюда, где мы здесь закрывали петли в области ластовицы. И здесь вот видите, вот такое расстояние между петлями. И чтобы здесь больше расстояния не было, чтобы при вязании здесь не образовалась дырочка, здесь тоже будем добавлять 2 петли. Поднимем от этой стороны одну петлю и с этой стороны одну петлю. Здесь подкрепим рабочую нить, и вязание здесь тоже пойдет по кругу. Вот, друзья, наши штаны готовы. Сокращаем петли по внутренней линии штанов. И вот видите, здесь сделала имитацию швов. По 2 петли провяжем изнаночными петлями. И на изнаночных петлях будем с обеих сторон сокращать петли. В начале нижней конечности были всего 78 петель. И в конце манжеты останется 50 петель. И здесь мы сократим 28 петель. С обеих сторон, значит, нам придется сократить 14 раз. И по наружной линии тоже сделала имитацию швов, друзья. Таким образом, здесь тоже идет по 2 изнаночные петли.